трейдинге не обязательно иметь большой капитал, чтобы выйти на хороший доход. Самое главное – это понимание системы, дисциплина и умение управлять риском. В этом видео я покажу, как бы я с нуля, с депозита $100 вырос до 10 тысяч, используя свою рабочую стратегию. Как получить доступ к капиталу, в том числе от пропов, если своих денег немного, и это нормально. Как работать с риском, чтобы не сливать депозит. И примеры моих сделок, которые я и моя команда открываем каждый день. На практике ты увидишь не только стратегию, но и систему. Это главное в трейдинге. Без этого будет очень сложно. Не просто нажать кнопку Buy или Sell, а понимать, когда входить, где ставить стоп и как вытаскивать прибыль. Почему большинство не могут стартовать? Они думают, что нужен капитал, но это не так. Со 100 баксов ты уже можешь работать на рынке, если знаешь как. Сейчас у каждого есть возможность торговать на 10, 50, а иногда и 100 тысяч долларов, даже если у тебя на счету всего $100. С помощью проб-компаний. Но есть одно но. Получить капитал от пропа недостаточно. Нужно научиться им управлять. Грамотно, системно и с соблюдением всех правил пропа. Давай расскажу ключевые правила, которые действуют почти везде. И без них ты никак не сможешь пройти проб, как бы ты ни пытался. Первое – максимальная дневная просадка. 5% от депозита. Ушел ниже – дисквалификация. Второе – общая просадка не более 10% за всю торговлю. Нет скальпинга на новостях, трейдов без стопа и слишком завышенных рисков. И некоторые также требуют не больше 2,5% риска на одну сделку. Это самое важное правило, которое нужно запомнить, потому что именно на этом большинство и сыпется. У них нет системы, они заходят на эмоциях, увеличивают риск, мстят рынку, а рынок мстит им. А я учу своих учеников сразу выстраивать системный подход, который требует простых вещей. Первое – это 1-2 качественные сделки в день. И самое главное, не больше 1% риска на одну сделку. Минимальное соотношение риска к прибыли 1 к 2. Это значит, что мы заходим в сделку только если стоп отнимает 1%, а take profit предлагает как минимум 2%. И самое важное – психология. Это самая недооцененная часть трейдинга. Ты можешь знать все, но если после 3 убытков подряд тебя клинит, ты не заработаешь. Поэтому важно фокусироваться не на заработке, а на открытии системных качественных сделок. И это по большей части приходит с практикой, поэтому не буду философствовать. Моя система проста и при этом очень мощная. Погнали за мое рабочее место, и я покажу тебе один из моих сетапов, которые я торгую каждый день. Смотри. Вместо того, чтобы опираться на какие-то классические индикаторы, мы возьмем 3 самые главные вещи. Обычно в обучающих видосах про трейдинг ты видишь кучу индикаторов, там MACD, VWAP, Боллинджеры. Но правда в том, что большинство из них только создают шумиху и запутывают тебя, вместо того, чтобы дать четкий пошаговый план по тому, как торговать. Поэтому в моей системе все намного проще. Я опираюсь всего на 3 вещи. Первое – это ликвидность как магнит для цены и точка, от которой я работаю. Цена всегда движется туда, где есть скопление стоп-лоссов, где есть деньги и есть отложенные ордера. Эти уровни как цель для маркетмейкера и крупного игрока. Мы ищем, где сидят участники с уязвимыми позициями и торгуем оттуда. Давай по-быстрому расскажу, что такое ликвидность, если ты не знаешь. По факту это просто любое движение вниз и после этого движение вверх. Или движение вверх и после этого движение вниз. Что формируют эти вещи? Они формируют локальный минимум либо локальный максимум. Это и есть ликвидность. Логика в том, что все рыночные участники, там 99%, они ставят свои стоп-лоссы в одних и тех же точках. За уровни поддержки, за уровни сопротивления, в общем, за полки ликвидности. Ликвидность – это в переводе, можно сказать, что деньги. Ликвидность – это деньги, и рынок за ними стремится не потому, что у крупного игрока есть какая-то злая затея, чтобы никто не заработал. Рынок за ними стремится, потому что давайте представим такую ситуацию, чтобы вы вообще понимали, как это устроено изнутри. У вас есть 300 миллиардов долларов, и вы хотите купить биткоин на 300 миллиардов. Кто вам продаст здесь и сейчас по рыночной цене биткоина на 300 миллиардов? Никто. Вам нужно найти ликвидность для того, чтобы поучаствовать в рынке. И поэтому крупному игроку самый простой способ – это понимать, что окей, я вижу, что здесь рынок отскакивает, и большинство лонгистов заходили со стоп-лоссом за этот минимум, потому что от него был отскок. И я понимаю, что здесь стоят стопы лонгистов. А что такое стопы лонгистов? Это ордера на продажу позиций. Ордера на продажу могут быть использованы как возможность купить. То есть, как только снимается
снимается вот эта вот ликвидность, и мы ее обновляем, сразу у крупного игрока есть возможность купить. Также с максимумом. Это стоп-лоссы шортов. Крупный игрок понимает, что это ордера на покупку. Если он их сбивает, у него есть возможность об эти ордера на покупку продаться. Это первый очень важный инструмент. Второе. Имбаланс как точка опоры для движения по тренду. Когда цена резко уходит в одну сторону, она всегда выставляет такую пустоту. Это и есть имбаланс, такой разрыв на графике. Он показывает, где рынок дисбалансирован, и чаще всего туда будет возврат. Давай немного разберемся о том, как это устроено. Смотри, если, допустим, посмотреть на вот этот вот пример. Даже на минутном графике. На любом таймфрейме это устроено одинаково. На минутке, либо на дневке, где угодно. Имбаланс — это по факту просто трехсвечная формация, где вторая свеча выступает большим расширением, а свечи по бокам не соприкасались друг с другом. То есть мы видим, что свеча 1 и свеча 3 не пересекались. Это значит, что в этой зоне цена тупо очень быстро улетела и оставила имбаланс. Этот имбаланс как точка, тоже можно сказать, своеобразного магнита для цены, в который он будет возвращаться. И так как здесь в определенное время было очень много покупателей, что и создало имбаланс, есть теория, что от этого имбаланса снова будут включаться покупатели, и мы от него будем идти вверх. Еще один пример имбаланса, допустим, вот здесь вот. Мы видим, что раз, два, у нас нет соприкосновения между этими двумя свечами, вторая свеча расширяется вверх, мы уходим выше через касание этого имбаланса. То же самое здесь, формирование этого имбаланса, частичное заполнение и выходим выше. И то же самое там можно обозначить даже на этом графике, что вот мы через касание этих многих имбалансов выше наверх. Тут можно обозначить раз имбаланс, тут можно обозначить 2 точку имбаланса, и 3 имбаланс находится вот здесь. Вот. То есть просто разрыв между первой и третьей свечой, который создала свеча посредине, который создала свеча, которая слишком быстро улетела наверх, и из-за нее эти вот два фитиля не пересекались, создавая такой разрыв на графике. Цена всегда будет стремиться в имбаланс перед тем, как продолжить движение по тренду. Допустим, даже дневку посмотрим. Вот смотри по дневке. Цена идет вверх, формирует имбаланс. Перед тем, как пойти дальше по тренду, что она делает? Возвращается внутрь него, и от него уже идет дальше вверх. То же самое можно найти. Вот здесь вот на графике мы возвращаемся в имбаланс. Здесь мы заполняем вот этот вот имбаланс, этот разрыв перед тем, как пойти выше. Каждое коррекционное движение практически, оно проходит внутрь имбаланса. И только после коррекции внутрь имбаланса мы продолжаем движение вверх. Теперь третья, самая важная вещь. Смотри, тренд — это ключевое направление движения. И сколько бы имбалансов, ликвидности, сколько бы инструментов ты не использовал, у тебя не получится угадать, куда пойдет рынок, если ты не торгуешь по тренду. И мы не должны стремиться гадать. Мы смотрим, где уже идет движение, кто уже доминирует, и присоединяемся к доминирующей стороне. Если больше покупателей, мы присоединяемся к ним. Если больше продавцов, мы присоединяемся к ним. Это снижает количество ложных входов и дает тебе более понятный контекст для работы на день, чтобы ты понимал, условно, тренд восходящий, сегодня я буду работать только в лонг. С этой системой ты не будешь блуждать в догадках, но сейчас самое главное, вот мы плюс-минус разобрали, что такое имбаланс, ликвидность, как это все совмещать. Давай покажу один из моих сетапов. В нем есть несколько основных правил. Первое, что я делаю, это перехожу на 4-часовик и часовик, и там смотрю на общий тренд. Если я вижу, что общий тренд восходящий, для меня это отлично. Осталось понять, куда он идет. К примеру, здесь было видно, что мы идем на снятие этой ликвидности. Вот. Мы идем на снятие этой ликвидности, неплохо летим вверх, корректируемся в этот имбаланс часовой и от него продолжаем восходящее движение. Дальше. Как я могу поработать к этой цели? Как я могу поработать к этому локальному максимуму? Типа, это самая первая проблемная точка, ликвидность, на которую я могу нацелиться. Как мне к нему поработать? Перехожу на младший таймфрейм, это может быть минутка, либо 5-минутка, и там уже работаю с более локальной ситуацией. Как я это делаю? Жду открытия франкфуртской сессии, и что я вижу? Смотри, я вижу, что цена снимает эту ликвидность и касается 5-минутного имбаланса. Вот, 5-минутный имбаланс плюс снятие минутной ликвидности. И выходит выше. Выходит выше, давая мне подтверждение, что здесь включился покупатель. После того, как мы дали вот эти вот поглощения свечи, для меня это стало подтверждением. Ага, здесь включился покупатель. Отлично, я захожу, стоп-лосс там ставлю за вот эту манипуляцию ликвидностью. И take profit — это наш глобальный таргет, на который мы целились. Это вариант, как можно открывать позиции. Ну, стоп-лосс я вот в таких вот локальных позициях всегда стараюсь делать с запасом. Не там четко за манипуляцию ликвидностью, а немного с запасом, если оно еще чуть ниже сходит. И по итогу
Нужно было подождать, но цена дала заработать, получается, что 2% к депозиту с 8.09 до 8.48 вам пришлось бы держать позицию. 39 минут. Понимаю, что, возможно, еще немного запутано, поэтому давай разберем еще одну ситуацию на примере S&P 500. Тоже американский индекс уже. Это американский индекс уже, и здесь логика, в принципе, такая же, что у нас идет активный тренд вверх, и мне осталось понять, где у меня таргеты. Я могу увидеть, что здесь есть локальный максимум, который еще не был задет, и к которому у нас ничего не держит, никаких имбалансов против нас нету, как точек, от которых мы можем пойти вниз, и поэтому я могу, очевидно, в него целиться. Переключаюсь на 5-минутку и вижу сразу же, что цена идет в формате снятия ликвидности, выход наверх. Снятие ликвидности, выход наверх. Тоже работа с ликвидностью, через нее выход наверх. И дальше все, что мне остается сделать, это увидеть, что здесь была работа с ликвидностью и подождать, пока случится агрессивный выкуп. Понятно, что это еще нужно совмещать с таймингом, то есть биржа открылась в 14.30 по Варшаве, только с этого времени я начал смотреть на позиции. 14.30 открылись, пошли вниз, дали еще манипуляцию аж вот этим вот минимумом, плюс коснулись там, по-моему, 15-минутного имбаланса, то есть у нас была точка опоры для того, чтобы оттуда идти вверх, вот если подводить итог. Смотри, восходящий тренд, снятие этой ликвидности, касание этого 15-минутного имбаланса, и плюс у нас есть таргет выше, да? Что я делаю? Перехожу на минутку, вижу выкуп, и после выкупа там поглощение вот этой вот свечи маленькой, я сразу же захожу в лонг. Стоп тоже с запасом немного, и тейк куда-то вот на этот локальный максимум. Тоже сделка на 1 к 2, но прошла она гораздо быстрее из-за того, что индекс в это время очень хорошо ушел в тренде. То есть, по факту, очень простая такая система, где ты совмещаешь ликвидность, имбаланс, понимание общего тренда. Все. Что тебе нужно? Еще раз повторяю. Сначала старший таймфрейм для того, чтобы увидеть, куда цена идет, какие там есть цели и какой у нас тренд. Потом переходишь на младший, ищешь имбаланс плюс снятие ликвидности, и вот какой-то первичной реакции заходишь на твой таргет по старшему таймфрейму. Если он слишком высоко, как в этом примере, я бы не тянул сделку вот так вот, типа на 1 к 10, потому что я не вижу в этом смысла. Я не знаю по итогу, так бы оно отработало или нет, но это будет слишком долго, ты слишком много будешь рисковать. Я лучше заберу там ближайшую прибыль на 1 к 2. Лучше не жадничать, потому что чем больше ты будешь забирать вот это вот соотношение риска к прибыли, тем больше у тебя будет проблем с тем, что позиции тупо не доходят до твоего тейка и разворачиваются. Ну, давай на этом примере. Я не знаю, там по итогу оно дошло или нет. Ну вот, смотри, ты бы до сих пор держал эту позицию, держал. Ну, она бы по итогу дала тебе плюс 9%. Но ты бы держал ее очень долго. С 14.30 до 20.55 ты бы сидел в позиции. И гарантии, что ты бы не закрыл позицию вот здесь, не психанул. Не было, потому что ты бы подумал, да ну его нафиг, блин. Упало, сейчас падает дальше, лучше прикроюсь, пока у меня хоть что-то есть. И закрыл бы там, ну, хоть какую-то прибыль уже. Как видишь, ты не должен быть прав всегда. Ты должен быть последовательным. Система – это не какая-то угадайка, это четкий набор правил. Рынок работает по алгоритмам, и когда ты их понимаешь, ты начинаешь зарабатывать. Мой ученик Виталий. Благодаря моей системе получил в управление $100 000 и уже сделал 13 000 баксов прибыли. Андрей, кстати, как раз сегодня за 2 месяца учебы прошел проб на 25К, получил лайв-аккаунт и уже сделал выплату на $600 в первую неделю торговли. Евгений внедрил мою систему для крипторынка и сделал плюс $10 000 в первый месяц. Я не какой-то волшебник, я просто выработал подход, который повторяется из раза в раз. Если ты хочешь этому научиться, у меня есть обучение, где мы торгуем в прямом эфире каждый день, вместе анализируем рынок, разбираем ошибки и растем в сильном сообществе. Инфа есть в описании, как и ссылка на мой бесплатный телеграм-канал, если ты не хочешь покупать мое обучение. Там я делюсь обучением и советами для трейдеров бесплатно. Поэтому в любом случае остаемся на связи. Спасибо тебе за просмотр этого видео. И если остались какие-то вопросы, комментарии всегда открыты. Хорошего дня.